Всем привет! Сегодня хочу показать вам рецепт фаршированных грибов. Давайте готовить. Сначала избавляемся от ножек у грибов, но не выбрасываем, они нам еще пригодятся. Но не в этом рецепте. И вот так я очищаю грибы. Я их не мою, чтобы они не впитывали лишнюю влагу. Вот так снимаю с каждого гриба всю верхнюю вот эту кожицу. И так очищаю все грибы. Очистила все грибочки. Посмотрите, какие они чистенькие, аккуратненькие. Надо посолить, поперчить и в сторону уберем. Уберу все лишнее. Теперь перчу. У меня смесь перцев. Солю. Чтобы грибочки не были пресными после готовки, обязательно их надо посолить, поперчить и полить маслом. Вот так слегка маслом. Переворачиваю и также просаливаю и перчу. Соль, перец, как всегда, по своему вкусу. И слегка здесь тоже. Все, много не надо. Можно сделать еще проще, чтобы не разводить вот эту всю грязь, не перчить, не солить стол. Можно сложить все грибочки в пакет и всю эту процедуру проделать в пакете и хорошенечко помешать. Теперь для начинки возьмем сыр. У меня сыр моцарелла. Натру его на крупной терке. И у меня кусочек, буквально тут 50 грамм феты солененькой. Я ее тоже сюда добавлю. Натерла моцареллу. Фету я прям так сюда разомну. Она мягкая. Только руки вытру. И вмешаю ее вот сюда. Добавлю яйцо. Нарежу сюда помидоры. Я помидоры очистила от кожицы. Нарежу сюда. У меня вот тут на доске лук. Сначала лучок нарежу. Кроме лука никакую зелень класть не буду. Если вам нравится зелень какая-то, понравится в этом рецепте, пожалуйста, это на ваш вкус. Если лук не любите, тоже можете не класть. У меня совсем чуть-чуть. Вырезаю серединку, чтобы не было этой твердой части там. Это все зеленое тоже вырезаю. Нам это не нужно. Нам это невкусно. И нарезаем. Двух помидоров будет достаточно. Все, отправляем сюда же. Теперь перемешиваю. Пробую на соль. Тоже обязательно, если не соленая начинка, если вам мало соли, подсолите. Например, моцарелла, она не соленая, поэтому я добавила фету. Но учитывайте, что грибы уже посолили. Мы любим перчененько, я начинку еще поперчила, соли достаточно. Все, и начиняем наши грибочки. Еще хотела для пикантного вкуса в каждый грибочек я добавлю по каперсу. Если не любите, не кладите. Вот так прям на дно. Буквально по одной штучке. Это придаст пикантность вашим грибочкам. Сверху начинку. Слегка притрамбовываем, чтобы побольше вкусняшки было внутри. Вот у меня глаз алмаз. Четко вся начинка влазит в грибочки. Вот последнюю прям сюда.
и вот сюда. Все. Теперь на дно формы жаропрочной наливаем растительное масло. У меня оливковое. Наливайте, какое вам нравится. Можно обычное растительное без запаха. И складываем наши грибочки сюда. Сейчас посмотрим. Здесь у меня тоже глаз алмаз. Я вот не измерила, полезут они у меня все или нет. Мне кажется, что нет. Ну что поделать, Акела промахнулся. Во второй раз глаз не алмаз. Взяла другую форму, в нее налью на дно немного масла. Ну, она менее симпатичная, но более вместительная. Хотела вот сделать красиво. Не дали? Все, и сюда выкладываю все грибочки наши. Сюда уж точно поместится. Вот так маслом смазываю дно грибочка, чтобы они потом не прилипли и было у них красивое донышко. И отправляем нашу красоту в духовку до запекания, до румяной корочки. Вот такие грибочки у нас сегодня получились. Сейчас я выложу их на блюдо и покажу вам хорошо. Я же принципиальная, все равно я должна сегодня это блюдо использовать. Сказала в нем, значит в нем. Вариантов нет. Можно украсить по своему вкусу. Как вам нравится. Можно порубить зелень, посыпать сверху их. Тоже будет хорошо. Вот так. Красота. Тра-та-та. Давайте я разрежу и покажу вам, какие эти грибочки внутри. Как чуть остыли они как раз, чтобы не совсем кипяток. Ну, любой выберу. Вот. Угу. Посмотрите, какой он вот сзади. И что у нас получилось внутри. Ну, красота и вкуснота. Не сомневайтесь. Хочу для вас попробовать этот гриб. Очень вкусно. Даже ничего больше не нужно. Перчик в меру, соль в меру. Отлично. Ваши гости будут довольны. И не только гости, для себя тоже спокойно можете приготовить. Очень вкусно. Вот такие грибочки мы сегодня с вами приготовили. Я с вами прощаюсь. Желаю всем мира, добра, всего самого наилучшего. Спасибо всем подписавшимся. Пока-пока.